Доброго время, доброго время суток всем, особенно моим подписчикам. Большое спасибо, что вы у меня есть. И сразу приношу извинения за то, что не было раньше каких-то видео. Потому что у всех как тоже много работы. И стараюсь что-то тоже снимать только то, что действительно, я в принципе делаю. И то, что трудно найти в YouTube. По крайней мере, я вот видео сейчас, которое буду снимать, я искал и нигде не мог найти достоверной информации, не то, как это делается. Суть в чем? Значит, у меня есть очень хорошие часы, лично мое, конечно, мнение. Восток Европа, да, в данной ситуации это модель Anchar. Это кварцевый механизм в данной ситуации, а не механика. Все работает отлично, но вот произошло как обычно, то есть такая ситуация, что просто перестали идти. Я думаю, что это закончилась батарейка. Я уже ремешок снял, не проблема его снять. Два болтика откручиваются и все. И нигде вообще в интернете не фигурирует какая-то инструкция, например, как менять вообще аккумулятор встроенный. Конечно, по феншую надо было бы отдать в сервис официальный, но там, где я живу, его не то что в помине нету, его вообще не будет нигде. И придется менять, и, как говорится, в домашних условиях. Но это меня мало когда останавливало. Я также менял часы и в других своих батарейках, в других своих часах. Например, я тоже менял в Tissot, да, то есть C-Touch тоже уже раза 3, наверное, уже менял батарейку. Да, то есть тоже они все водонепроницаемые, все для довольно глубокого погружения. Да, вот, так что без проблем. Но с этими часами надо было еще потом сбрасывать настройки электронные, чтобы работало все правильно. Но это другая уже история. Вот, для всех часов я использую, когда надо, марку Рената. Это швейцарская марка. В принципе, она показала себя очень достойно. И особенно, когда я первый раз менял у Тиссота, как раз было и Рената, то есть сама батарейка оригинальная. То есть они больше мне 3 лет идут, да, полностью работают и вообще никаких проблем. Как я понял, в этих часах у них стоит батарейка вот у Anchar, да, то есть я с трудом нашел, но вот модель называется SR927W, да, 399. Так что будем надеяться, что она совпадет с тем, что есть. Посмотрим. Тут, чтобы разобрать, тут интересно, что надо, скорее всего, вот это открыть корпус, да, соответственно. Ну, у систем разные бывают. У кого-то болтики, у кого-то еще что-то, у кого-то отковыривается. Но учитывая, что это часы, которые обеспечивают погружение до 200 метров, да, то есть, соответственно, должна быть довольно серьезная изоляция, то есть и надежная. Я это делаю с помощью такого нехитрого устройства, которое можно приобрести в многих местах. Просто зафиксировать гораздо больше, более удобно. И потом использовал такое нехитрое устройство. Ну уж точно, где его можно найти в очень многих местах. В общем, и аккуратненько, в общем, приспосабился, да, то есть, да, потихонечку откручивает. Я уже за кадром чуть-чуть ослабил этот механизм, потому что действительно тут довольно сильно было затянуто, и поэтому нужно было аккуратно, старался аккуратно, эстетически, чтобы не поцарапать конкретно корпус. Нужно просто чуть-чуть больше приложить усилия, и все. Да? Дальше что происходит? Дальше вот они вот так вот откручиваются. Я пока еще до конца не скрывал, поэтому я даже не знаю, какая там батарейка, именно марка, ничего. Просто ослабил механизм. Откручиваются. Дальше вот снимаются. Такая вот заглушка. И что мы видим теперь? Теперь еще какая-то... Ага, вот крышечка. Сейчас мы ее попытаемся снять аккуратненько. Таким нехитрым приспособлением.
Пытаемся снять. Ну, там все легко снимается, в принципе. Не проблема. Вот. Тут есть пазы. Да, 3 паза, поэтому... И тут есть какая-то прокладка, похоже, резиновая или что-то типа такого. Ну вот и на сам механизм. Что мы имеем? Ага, ну вот. Как говорится, оригинальная батарейка была поставлена с Sony. И то же самое, значит, SR927W. Ну вот и сейчас, значит, будем пробовать. Ага, вот еще тут есть. Угу. Ну, что-то помогает, наверное, удерживать. Так, что мы теперь имеем? Значит, нужно отстегнуть и выбрать батареечку. Что мы сейчас и сделаем. Попробуем. О, как легко очень выпало. Прям элементарно. Сейчас мы проверим. Ложим в сторону и проверим напряжение на этой батарейке. Могу предположить, что скорее всего, что постараюсь, чтобы всем было видно. Ну вот. То есть, понимаю, что батареечка совсем села. То есть вообще разрядилась полностью. Так. Ну и сейчас, значит, попробуем новую батарейку. Посмотрим. Тут, ну что у нас? Я не часовщик, поэтому перчаток специальных у меня нету для таких манипуляций. Я стараюсь делать как-то аккуратно, с первого раза, предварительно какую-то информацию собирая, ну, чтобы потом, как говорится, меньше косяков было. Ну вот сейчас проверим, что у нас выдает. Ну, что и требовалось доказать, да, то есть 1,5,7 вольта, что в принципе и требуется. Ну вот. Сейчас будем ее устанавливать. Ну, то есть они, в принципе, они идентичны, наверное, по размеру, да. Сейчас будем устанавливать. Ну вот, стало отлично. Стало отлично. Ну вот. Сейчас ответственный момент. Сейчас давайте проверим, увенчались ли мои действия успехом. Что у нас получается? Отлично. Все идет. Все работает. Проверим хронограф. Все отлично работает. Подождем 30 секунд. Все работает. Угу. Все работает. Ну вот. Отлично. Все работает. Теперь только осталось, как говорится, аккуратненько все закрыть.
Для закрытия будем делать все в противоположном порядке. То есть положим эту штучку. Что я обязательно тоже сделаю. И это как-то для улучшения герметичности, конечно, больше всего. Я когда менял U600 батарейку, да, там есть одна резиновая заглушка специальная, которая тоже, соответственно, для герметичности. И ее крайне рекомендуется, тоже, по крайней мере, я видел, как делали это именно швейцарские часовщики. Прежде чем как полностью наглухо закрывать корпус, да, то есть обмазать специальной пастой. Да, я так понимаю, что может быть на базе силикона с какими-то, возможно, свойствами. В общем, я нашел эту мазь, эту пасту. Вот она вот так вот называется. Если кому интересно. Довольно сложно было ее найти вообще-то. И, соответственно, чем мне хватит на несколько жизней этой пасты. Не помню, она сколько стоила евриков. Около 20 евриков, наверное, вместе с доставкой, что-то типа такого. И вот чуть-чуть просто вот по краям здесь вот тоже. У 500 немножко по-другому было, но здесь вот я тоже вот так вот обмажу, чтобы она соприкасалась и создавала какой-то барьер, наверное. То есть, ну, чтобы... Вот она резиночка. В принципе, я ее сделал по-другому. Я резиночку сниму и просто ее аккуратненько обмажу этой же смазкой. То есть, в принципе, я точно так же делал у 500. Это, соответственно, придаст дополнительный барьер, чтобы вода ни в коем случае не попала. Потому что в 500 я после этого и плавал, соответственно. Конечно, на большие глубины я не погружался, потому что у меня нет специального этого оборудования, как говорится, пока. Хотя в планах есть, конечно, заняться дайверством. Вот. Значит, мы устанавливаем резиночку. Она становится хорошо на свое место, без проблем. Вот. И устанавливаем на свое место родное. Вот так. И потом в обратном порядке закручиваем. Вот. И сейчас что мы сделаем? Мы затянем. Довольно сильно нужно затягивать. Все-таки это же часы для подводного погружения. Так что я не хочу сорвать, и я, с одной стороны, не хочу также приложить, чтобы поцарапать корпус. Ну, потом я почищу аккуратненько тряпочкой, чтобы было все лишнее стереть. Ну, вот так вот. В общем-то, наверное, и все. Конечно, если по феншую, то в идеале надо было бы, конечно, как и рекомендует производитель, после каждого замены батарейки, соответственно, проверить его на водостойкость. Но, опять же, я же делаю все это в домашних условиях. Соответственно, у меня просто-напросто такого оборудования нет. Да и не буду же я покупать оборудование ради одного раза, или там раз в 5 лет, или сколько нужно менять батарейку. Ну, в общем, так. В общем, ремонт был удачным. Да? То есть, я очень надеюсь, что это видео кому-то пригодится, потому что нигде в других местах я не нашел, как менять. Это, напомню, это модель Восток, Европа, Анчар. Да, дизайн, конечно, потрясающий. Мне они сразу понравились в свое время, когда я их покупал. Так что так, сохранились идеально. Да, то есть все работает практически без... Кстати, это черное покрытие очень такое довольно плотное и ничего не царапается.
комплектация, кто, может, не видел. То есть есть вот такой ремешок черный, да, ну есть красный, силиконовый тоже. Но я пока даже его ничего ни разу, он вообще новый абсолютно. Если кого интересует, номер референции. То есть этот ремешок пока еще даже ни разу не использованный. Пока только использовал этот. Ну, в перспективе, скорее всего, я это буду использовать. Так что вот так вот. Ну что, ребята, спасибо, что посмотрели до конца. Сейчас буду надеяться, что кому-то пригодится это видео. Да? То есть, если понравилось, то ставьте лайки. Если вдруг кому надо, то рекомендуйте. Да? Так что всем хорошего дня и счастливо. До новых встреч.